МГУ. Университет, основанный в 1755 году, является крупнейшим университетом России. Университет был основан императрицей Елизаветой, которая указом от 25 января 1755 года приняла запросы Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова. Первые занятия здесь прошли 26 апреля того же года. Главное здание было построено в 1782-1793 годах и полностью отремонтировано после московского пожара в 1812 году. Ремонтом тогда руководил Доменико Геларди. В 18 веке в университете было 3 факультета – философский, юридический и медицинский. В послевоенный период Сталин приказал построить 7 башен по Москве, так называемые 7 сестер, как их называют в иностранных путеводителях. Самая высокая из таких построек, 240 метров на 36 этажей, была использована как штаб-квартира университета. Башня университета оставалась самым высоким зданием в Европе до 1988 года. Здание содержит более 5000 комнат и 33 километра коридоров. В нем, среди прочего, есть свой театр, концертный зал, музей, множество административных служб, библиотека, бассейн, полицейский участок, почта, прачечная и банк. Главное здание имеет также высокий шпиль, за счет которого кажется еще выше. Раньше выход на крышу здания был свободен, и каждый желающий мог прогуляться по балкончику прямо под шпилем. Но поговаривают, что после некоторых несчастных случаев выход закрыли. В советские времена шпиль здания университета использовался КГБ в качестве наружного наблюдения за перемещением высокопоставленных лиц. И до сих пор высотка является стратегическим объектом высокой важности, так как отсюда отлично видно город. Здание привлекает внимание не только количеством комнат, но и лифтов. Их тут целых 111. Причем большинство из них доходит только до определенного этажа. И чтобы попасть выше, приходится делать пересадки. Почти как в метро. Изначально здание не было запланировано таким большим. Первоначальный проект насчитывал всего 4 этажа, а Сталин же дал указ возвести не менее 20 этажей. В итоге их 36, и это привлекает не только людей. По рассказам Николая Дроздова, которого большинство из нас помнит как ведущего программы «В мире животных» и который учился на географическом факультете МГУ, на здании университета гнездится сокол-сапсан, который воспринимает его как скалу, с которой удобно ловить голубей. Сам Николай побывал на самом верху университета. Но не сразу, а только когда стал аспирантом-орнитологом. МГУ, как университет с богатой историей, имеет и свои легенды и тайны, а для его студентов МГУшные байки – самый настоящий местный фольклор. Что на сегодняшний день могут рассказать бывшие и нынешние студенты самого известного университета страны. Мнение которого придерживаются практически все – это то, что Сталин не просто так построил эти высотки, что он хотел увековечить себя в этих зданиях, а потому изначально перед главным зданием университета должна была стоять 5-метровая бронзовая статуя вождя. Но этого так и не случилось, и теперь статуя пылится в каком-то из подвальных этажей вуза. По другой версии, статуя была даже не бронзовая, а золотая, и поставить ее хотели вовсе не перед входом, а аж вместо шпиля. Хранилась она все в том же подвале и ждала своего звездного часа, но как только ее собирались начать монтировать, Сталин ушел из жизни, после чего было собрано экстренное совещание, в ходе которого было решено временно отложить данный вопрос. А когда началось разоблачение культа личности, о статуе и вовсе решили забыть как можно скорее. Ходили также слухи, что университет должен был получить имя Сталина, но этого сделать не успели, потому что Иосиф Виссарионович скончался прежде, чем это произошло. Еще по одной из легенд, Сталин руководил строительством главного корпуса МГУ. При строительстве был использован особый камень высочайшего качества и секретный состав цемента. Считается, что храм науки будет стоять вечно. Говорят, что главное здание невозможно взорвать. Физики провели расчеты и выяснили, что нанести серьезный ущерб практически нереально. Насчет самого процесса строительства университета есть еще несколько версий. Самое интересное говорит о том, что строили университет как 3000 комсомольцев, так и около 14 тысяч заключенных, один из которых попытался сбежать прямо во время стройки и довольно оригинальным способом. Он соорудил дельтаплан из подручных средств и спрыгнул со 100-метровой высоты.
Что случилось дальше, точно никто не знает. Мнения разошлись. Одни утверждают, что мужчина благополучно приземлился где-то у набережной и сумел скрыться. Другие, что его расстреляли чуть ли не в воздухе, а третьи, что его отвели к Сталину, а тот приказал его отпустить. Насчет заключенных, кстати, еще бытует мнение, будто многие из них так и остались в МГУ, замурованные в стенах. Но пока мы не перешли к следующей тайне МГУ, напишите в комментариях, какими секретами обладает ваше учебное заведение. По одной из легенд университета Ломоносова у главного здания имеются этажи и вниз, которые уходят под землю. Их ровно столько, сколько и этажей вверх. Подвалы – это не просто подвалы, а соединение с подземным стратегическим городом в Раменках, а также с так называемым метро-2 или Кремлевским метро-2, которое соединяло главные стратегические объекты Москвы. Еще по одной легенде, у МГУ есть один из подземных ходов, который ведет из университетских подвалов на другой берег Москва-реки. Ну и, конечно, в архиве вуза хранится эскиз МГУ с той самой гигантской сталинской статуей. Ну и, конечно, не только здание университета обросло этими легендами и дышит мистикой. Подобные истории имеют и другие сталинские высотки. Ведь все они были заложены в один и тот же день, в день 800-летия столицы, 7 сентября 1947 года. Как считал Сталин, это было очень символично. Да, и изначально высоток должно было быть 8 по одному на каждую сотню лет. Но одно так и не было построено. Кстати, говорят, что почти у всех 7 сестер есть старшие братья-близнецы в Соединенных Штатах. Так, например, прообразом дома на Котельнической набережной считается Wrigley Building. А вот здание МИДа, по задумке архитекторов, должно было остаться без шпиля, что категорически не понравилось Сталину. И он приказал таки добавить его. Так как из камня соорудить шпиль было проблематично, сделали его из обычной жести. Сталин считал, что без шпиля здание не считалось бы пирамидой и утратило бы свою силу. А сами люди, которых заселяли жить в высотке, также обладали сильной энергетикой. Это были ученые, актеры, военные, государственные деятели. Конечно, в прошлом возведение всех этих высоток символизировало мощь и силу Советского Союза. Но в настоящее время они обладают силой привлечения внимания. И не просто так, они стали своеобразным символом нашего города. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить ему лайк. Пишите в комментариях о фактах, каких университетов вы хотели бы узнать. И, конечно, не забывайте подписываться, если вы еще не сделали этого.